Хотели бы вы сейчас дать совет Богу? Бог не нуждается в советах. И все же представьте, вы встретились с Богом. Что бы вы просили у него для людей? У вас богатое воображение, а мне трудно войти в такую роль. Я бы сказал Создателю, дай нам хлеба, мяса, вина, дай нам крышу и одежды. Тогда исчезнут нужда и раздоры. Но сильные опять отберут у слабых их долю. И слабые станут такими же бедными, как и были. Я попрошу Создателя, чтобы люди не отнимали друг у друга того, что им дано. Но поможет ли такой выход? Если человек получит все, не прилагая усилий, он превратится в ленивого и равнодушного. Есть еще одно решение. Я скажу Господу. Устрой так, чтобы каждый любил свой труд и знания. Чтобы мудрость стала главным смыслом существования людей. Да, заманчиво. Но ведь это означало бы одно: стереть с лица земли род людской и создать новый. Тогда, Господи, смети нас с лица земли и сотвори в новом облике, миролюбивыми, чистыми. Нечто подобное уже когда-то было. Ты видишь ту звезду? Вон там, под созвездием трех сестер. Моя родина Земля находится совсем близко от нее. Ты веришь мне? Знаете, очень много тысячелетий эта проблема была ключевой в общественных дискуссиях. Как только все люди поймут основу своего «я» и самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Россия имеет те неоспоримые преимущества, ну, примерная цитата, перед другими странами, потому что она напрямую управляется Богом. Есть такое мнение, что как только кто станет президентом, ему несут многочисленные папки с надписью «Совершенно секретно». И вот там все тайны мира. И что вы знаете абсолютно все. Ну вот, например, прилетали на Землю инопланетяне, те самые зеленые человечки. Марьяна, значит, рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей чемодана с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Значит, две эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий, соответственно, эти папки передаются новому президенту. Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, посмотрев известный хроникально-документальный фильм «Люди в черном». Вышло несколько версий. Сколько их среди нас? Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику. Скажите, пожалуйста, только честно, вы инопланетянин? Нет, у меня есть доказательства и свидетели в лице моих родных, моих близких, моих детей, в конце концов. Да, вот мы точно знаем, чего надо не знать, чтобы быть верующим. Потому что вера – это не наличие особых знаний, а отсутствие элементарных. Ты мне веришь или нет? Веришь мне или нет? И ведь действительно, слова Медведева и Путина про инопланетян – это какого рода знания? Потому что сами их рассуждения на подобную тематику воспринимаются зрителем не иначе, как нелепый розыгрыш или того хуже, как бред сумасшедшего. Протестую, вопрос не по существу. Объясняет мотив. Разрешаю. До 24 февраля 2022 года полномасштабные боевые действия на территории всей Украины воспринимались как полный абсурд. Одну из миссий вам предстоит выполнять в независимой Украине. По замыслу создателей игры, Украина вскоре вступит в НАТО, и на нее тут же нападут российские войска. Вот тут-то и пригодятся Абрамсы. В ходе миссии вы будете защищать город Киев
столицу Киевской Руси от русских оккупантов. До встречи в Киеве, товарищи! We're looking at a giant war in February right now. Currently, that's the projections with the top people on the earth who claim they're not with the New World Order Combine. Is war in February. И тем не менее был предсказан не только месяц начала конфликта, но и его дата. 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 22 год был бы годом мирным, но я люблю правду. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Война! Готовьтесь к мобилизации! Угадать один раз – это случайность. Предсказать повторно – совпадение. Третий раз – это уже тенденция. Абхазия не отойдет вместе с Грузией. Все останутся в составе нашей страны. Будет ли возвращен Крым России? Да, все исконные территории России будут возвращены. Четвертый – это закономерность. Пятый – система. Если выиграет выборы Ельцин, то через полгода, через год в этой стране гражданская война и военный переворот. Пророков нет, не сыщешь днем с огнем. Ушли и Магомед, и Заратустра. Пророков нет в отечестве моем, но и в других отечествах не густо. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Как вы могли убедиться, нелепейшие случайности – это лишь непознанные системные закономерности. На правильном пути. Андрюш, ты что такое кисло сидишь? Андрей, улыбнись. Все хорошо. Ничто не делается просто так. Просто нам не всегда известны мотивы. И в этой парадигме телеведущие дают пищу для размышлений. Мы лишь хотели показать вам все великое многообразие подходов к истине, которые пока считаются незыблемыми. А президенты страны совершают каминг-ауты. То есть хроникально-документальный фильм «Люди в черном». У меня есть доказательства и свидетели. Но большинство этого не замечает или не придает должного значения. Оттого вся ваша жизнь – это одна большая игра «верю-не верю». Когда играешь друг с другом, правила ясны и приз вполне очевиден, но вообразите, что вы играете с Богом и ход Его. Я могу схватить Монну Лизу за коленку. Я сюрприз. Кто ты такой? У меня так много имен. Если бы тебе не было известно, кто я, разве бы ты сказал, что я хозяин мира? Игра давно началась. Как насчет попробовать не проиграть? На вашей стороне сыграют они. We began with Stephen King. Взрослый мальчик. Дудь, вы что, не поняли? Ученый-эполог и писатель Александр Невзоров. Дмитрий Пучков, известен под кличкой Гоблин. Историк, режиссер Евгений Панасенков. Иван Урган. Руслан Белый. Валерий Житков. Начали. Вот вы как характеризуете человека, который пошел на фронт добровольцем, сражался, ослеп во время газовой атаки, тяжело ранен в ногу, полз до какого-то медпункта, узнал про то, что его родину предали и от ужаса ослеп на несколько лет. Затем он получил все высокие награды, вернулся, был пламенным и страстным патриотом, когда понял, что его родина кончается, покончил с собой. Да? Это хороший человек или плохой? Это подонок или нет? Нет, ну, конечно, не подонок. А это я и говорил о Гитлере. Вы согласились с Дудем или же дали правильный ответ? Я уверен, вы ошиблись, поддавшись на великолепно исполненную Невзоровым манипуляцию через умалчивание существенной части правды. Но не расстраивайтесь. Каждые выборы миллионы граждан стабильно клюют на красивую обертку. Попробуем иначе. Все животные равны, но некоторые равнее. После того, как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно!
Вне всякого сомнения, эти вымышленные истории пера Джорджа Оруэлла и Джани Родари вам хорошо знакомы, потому, используя метод чтения между строк... Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Про секретные сообщения? Не секретные. В этом-то вся штука. Сообщения, которые все видят, но мало кто понимает, если у них нет ключа. Наш мозг как система национальных автострад. Проще всегда ехать от одного хорошо известного места до другого. Но вот те, что между ними, как бы в стороне, они существуют, но большинство просто пролетает мимо. Невольно задумаешься, что еще мы можем увидеть, услышать, ощутить, потому что приучены к другому. Видишь суслика? Так вы обнаруживаете в художественном вымысле зашифрованную проекцию реальной жизни. И, как сказал Стивен Кинг про художественную выдумку, сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Подобное чтение меж строк – это хороший навык, но он играет с вами злую шутку, когда вы переоцениваете собственные силы и оказываетесь в такой ситуации. Я показываю карту, вы называете масть. Я буду открывать все быстрее, а вы постарайтесь успевать. Бубна. Трефа. Пика. Черва. Бубна. Пика. Бубна. Черва. Пика. Черва. Бубна. Трефа. Получилось? Нет. Мало у кого получается. Черные червы, красные пики. Но это же обман. Опыт приучил вас думать, что все червы красные, а пики черные. Их формы схожи, и мозгу проще интерпретировать их, исходя из прошлого опыта, нежели из идеи, что они могут отличаться. Мы видим то, что ожидаем увидеть, а не обязательно правду. Дети, не игравшие в карты, легко проходят этот тест. Невольно задумаешься, что еще мы можем увидеть, услышать, ощутить, потому что приучены к другому. Зато если повторить тест, вы справитесь, зная, что бывают черные червы и красные пики. Вы видите неочевидное, но умудряетесь упустить явное. Смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать. Мы видим то, что ожидаем увидеть, а не обязательно правду. Слово вашим помощникам. Руководствуясь самыми лучшими побуждениями, любовью и заботой, они наносят первый наиболее страшный удар по всем небольшим потенциалам мышления человека. Это могут быть родители, воспитатели или учителя. Человека дрессируют в каждом наставлении жесткое указание направления мышления. Опыт приучил вас думать, что все червы красные, а пики черные. Мы видим то, что ожидаем увидеть, а не обязательно правду. Что этот набор первоначальных знаний одновременно является и парализатором, и необходимой базой, без которой жизнь в конкретном социуме вообще невозможна. Это сертификат полноценности. Мы 10 лет учимся в школе, 5 лет в институте, а потом верим, что лекарства убивают только вредные бактерии. Это как ядерная бомба убьет только тех, кто не платит налоги. У честных граждан от нее будет здоровый румянец. В целом 99% традиций, существовавших за всю историю человечества, они все отменены. Все. Была такая традиция, да? Там же прям с ума сходили, южане говорили, как? Сейчас, безусловно, все понимают, что рабство — это, ужас. И все таки да, рабство — это плохо, но сотни миллионов рабов, которые сейчас где-то такие, в смысле ужас? Все традиции надо отменить вообще все традиции. Вот просто единоразово взять и отменить. Но игр с черными червями и красными пиками нет. А откуда вы знаете? Только 5% населения способны анализировать и критически оценивать информацию. Они очень гордятся своей историей. Вы человек, при том, что, казалось бы, история — это то, что для вас придумано. Вы в это погружены, вы этим увлечены, вы этим живете. Какая правда? Ты что, проверял, что ли? Ты в курсе? Или тебя просто вот оглушили какой-то чудовищной информацией, ты там разинув варежку, мать честная, о, как все оказывается на самом-то деле. Масоны, вон они, кстати. Не так, да. Конечно, непосвященные ни о чем не подозревают. Оно и к лучшему, все довольны. Мир просто ясен.
Мы пытаемся воспроизводить старую советскую, абсолютно негодную сегодня модель образования. Напихивание детей огромным количеством знаний. Сотрудники системы образования, учителя, родители и дети в шоке от того, что делать. Какую из информации попытаться напихать в этого несчастного ребенка, какое количество часов его времени занять и в какой период времени начать его напихивать всем этим ненужным барахлом. Вера – это не наличие особых знаний, а отсутствие элементарных. Ты мне веришь или нет? Веришь мне или нет? Все просто, и теперь весьма вероятно вы можете видеть, но захотите ли? Ведь даже самые лучшие не решаются всего лишь подвинуть стол. Нас собрали, потому что вам требуется лучший из лучших, сэр. Так удобнее. Проверим ваше новое восприятие. Пусть уж лучше наша реакция будет чрезмерной, нежели люди будут погибать из-за нашего бездействия. Поэтому мы здесь, поэтому Всемирная организация здравоохранения направила эпидемиологов в Гонконг. Итак, у нас есть новый вирус с уровнем смертности выше 20, и нет ни лечебных протоколов, никакой вакцины. Именно так. Правительство на другой планете живет, родной. Необычно осознать, что уже долгие годы в различных художественных произведениях авторами разложены подсказки. И есть разница, когда в фантастике ведется речь о чем-то явно небывалом. Это любопытно и забавно, но когда выдумка спустя время оказывается сценарием реальной жизни, оно не напрягает, оно пугает. Известный хроникально-документальный фильм «Люди в черном». Есть такие в будущем? Нет. Про уже случившееся смотреть значительно спокойнее. Господи, смети нас с лица земли. Нечто подобное уже когда-то было. Где это? Очень далеко, в другом мире, который ты не знаешь. Nella zona di via San Domenico, a sud della via di Santa Sabina, sono venuti alla luce statue e rilievi che appartenevano al santuario di Giove Dolicheno. Grandiosi lavori di scavo continuano a restituire pregevoli opere d'arte del III secolo del periodo imperiale. Alcuni aspetti dei lavori ed alcune opere già recuperate. Улица Рима под толстым слоем земли. Оно интересно, без сомнения, похоже на последствия апокалипсиса, но уж больно оно далеко, да и расстояние в почти 100 лет тоже совсем немалое. В подтверждение требуется нечто такое во всех смыслах поближе. Например, в Москве, в самом что ни на есть ее центре, на Новой площади. Политехнический как музей-сад, причем зеленая зона должна появиться не только вокруг здания, но даже под ним. Вот этого тротуара не будет. Уровень земли хотят понизить на несколько метров и сделать пологий спуск сразу на цокольный этаж.
Стены бывших подвалов станут арками, и все это пространство займет подземный дендропарк. Здесь высадят траву, деревья и, возможно, даже разместят часть экспонатов. Его возвели в 70-х годах 19 века при Александре II. Он состоит из 3 частей и 2 внутренних дворов. Входишь как бы в живой организм. В этом живом организме очень много чего произошло за годы его существования. Более того, никакой документации не сохранилось. Это боковая сторона северного крыла, и мы видим, что вот здесь вот дверь, вот она, вот здесь окно, и оно также уходит под землю очень глубоко. И также под дверью есть арочка, которая впоследствии заложена. Мы считали, что под зданием фундамент 4 метра, а местами он оказался 18. Ну, вот такие вещи. Или какие-то вскрылись пространства, которых не было ни на картах никаких, ни на каких планах. Здание увеличилось на 2 этажа, но не вверх, а вниз. Рабочие вручную копают и вывозят грунт. Крайне сложная операция, хотя бы потому, что это в самом сердце Москвы. Ты мне веришь или нет? Политехнический музей, он у всех на виду. Никто ничего не скрывает, правда, сильно не афиширует и не все показывают. Оттого маскирующие сказочные истории не требуются. Правда, бывает и иначе. Одну простую сказку, а может и не сказку, а может непростую, хотим вам рассказать. Ее мы помним с детства, а может и не с детства, а может и не помним, но будем вспоминать. В юго-восточной части Крыма расположен Карадакский природный заповедник. С 1914 года здесь функционирует Карадакская научная станция. Но официальный статус заповедника Карадаг приобрел лишь 65 лет спустя, в 1979 году. Площадь природного памятника составляет более 2000 гектар суши и свыше 800 гектар акватории Черного моря. Сухопутная часть – это образованный остатками потухшего вулкана горный массив. Согласно Рамсарской конвенции, аквально-скальному комплексу Карадага присвоен статус водно-болотных угодий международного значения. На том и кончилась сказка. А вот теперь начинается чистая правда. В непосредственной близи Карадакского заповедника и Черноморской береговой линии находится здание с греческими очертаниями и подземным этажом. Подобно Политехническому музею в Москве, окна подземного этажа и их расположение полностью совпадает с окнами верхних этажей. Ну, это я уже видел. Действительно, вернемся к самому заповеднику. Проводимые на Карадаге экскурсии позволяют убедиться, что никаких водно-болотных угодий на территории Карадагского потухшего вулкана нет. Зато там есть странные ступенчатые холмы, более похожие на занесенные пирамиды. При просмотре со спутника выясняется, что вокруг гор Святая и Малый Карадаг по всему их периметру тянутся идентичные ступени. Ты глянь! Кто поверит, что подобный горный рельеф мог получиться в результате вулканической активности? Приглашаю вас на пешую экскурсию. Какой странный ряд. Он в явном виде белый. Чуть-чуть копнул внутрь. Камни тесаные. В явном виде тесаные. Здесь тесаные. Тонкая, однако, работа. Двигаясь по маршруту далее, находим 2 скалы-близнеца, крайне напоминающие статуи слонов. Покупайте наших слонов. Эй вы, покажите мне этот большой слон. Ах, какой был слон, какой был слон! И вид на слоника снизу. Метров на 5 ниже. Вот и получается, что это вовсе не горные хребты, а остатки стен крепости. Но древняя архитектура, пускай это даже останки самой Атлантиды, они лишь неживые артефакты существовавшей некогда цивилизации.
Официальная версия по происхождению территории Карадакского заповедника – это другой тип манипуляции, основанный на апеллировании к названным и общепризнанным авторитетам и экспертам. «Не верь глазам своим», уговаривают они. Проверьте свой пульс. Вы все еще живы? Значит, игра продолжается, и для вас очередной вопрос. Вы верите, что те карадакские, римские или московские строители прошлого, они, возможно, оставили на земле нечто большее, живое? Вера – это не наличие особых знаний, а отсутствие элементарных. Ты мне веришь или нет? Для проверки нам потребуется 3 зорких взгляда в прошлое. Взгляд первый. Поехали. 60 лет назад в Советском институте экспериментальной хирургии первопроходец в области трансплантологии Владимир Демихов провел крайне противоречивый эксперимент. Он пересадил голову одной собаки на тело другой, соединив сосуды, ведущие к сердцу собаки-носителя. Отметим на временной шкале. Первая успешная операция по трансплантологии состоялась всего 60 лет назад. Взгляд второй. Можно найти в древнешумерских текстах упоминания об аннунаках. Они могли летать и обладали великой мудростью, принесли знания и науку людям. А еще они проводили генетические эксперименты. Официальные датировки этих текстов около 6000 лет до нашей эры. Но важны не датировки, которые могут быть верными или нет, важен сам факт генетических манипуляций в прошлом. Химера. Так называют существо, которое состоит из клеток 2 генетически разных организмов. Веками их считали выдумкой, мифом, больным воображением древних народов. Примеры из современной научной практики показывают, что по крайней мере на современном технологическом уровне все это вполне реально. Другой вопрос, насколько ученые осознают, что они делают. На бумаге теория была великолепной. Штаммы самцов желто-лихорадочных комаров, взятые с Кубы и Мексики, были изменены с помощью генного редактирования, чтобы сделать невозможным выживание их потомства. После первоначального этапа эксперимента популяция комаров заметно сократилась, но приблизительно через 18 месяцев она восстановилась до прежнего уровня. Мало того, некоторые из комаров стали обладать гибридной силой, то есть гибрид обычного комара с генетически модифицированным создал более устойчивую популяцию, чем та, что была ранее, до вмешательства. Проще говоря, ученые создали стойких суперкомаров. Добавим 2 момента. Человеческой генетической инженерии менее 50 лет, но некие аннунаки разбирались в ней задолго до человека. Взгляд третий. Знакомьтесь, это утка-нос, утка-рот, птица-зверь и даже водяной крот. Как только не называют бедное животное. Он имеет тело бобра, шпоры петуха, мех ехидны и утиный клюв. А еще это существо ядовито. На генетическом уровне у него не 2 половых хромосомы, а целых 10. Обнаружив утконоса в конце 18 века, еще целых 25 лет ученые не могли решить, куда же относить его – к млекопитающим, пресмыкающимся или вообще к птицам. Заключительный факт. Людям уже более 200 лет известно существо – 5-компонентная химера, успешно плодящаяся по сей день, откладывающая яйца, а после вылупления потомства вскармливающая выводок своим молоком. В то же время человеческие генные инженеры имеют катастрофические результаты с однокомпонентной химерой комара. На этом рассуждение про веру я предлагаю завершить. Вера – это не наличие особых знаний, а отсутствие элементарных. Ты мне веришь или нет? Человек разумен, а толпа тупой, склонный к панике и опасный зверь. 1,5 тысячелетия назад было очевидно, что Земля – центр Вселенной. 500 лет назад все были уверены, что Земля плоская. 15 минут назад ты знал, что человек – самый разумный вид на планете. А что узнаешь завтра? А завтра вы узнаете кое-что еще не менее интересное и важное. Если захотите, конечно. Подписка на канал и колокольчик вам в этом могут сильно помочь. И покажите это видео другим. Есть вероятность, что им это окажется не безинтересно. До завтра. Yeah.
have to believe in things like heaven and in Jesus and the saints and all the prophets. And yeah, God is great. Yeah, God is good. Yeah. What if God was one of us? Just a slob like one of us. Just a stranger on the bus trying to make his way home. Trying to make his way home. Back up to heaven all alone. Nobody calling on the phone except for the Pope, maybe nobody calling on the phone except for the Pope, maybe in Rome. Кто я такой? Я прилетел с Земли 20 лет назад. Я готовил спасение этой несчастной маленькой планеты. Готовил бережно, с учетом всех возможностей. А вот кто ты такой? Не успел я за тобой. А ты знаешь, что теперь делать? А теперь они поймут, что их обманывали. И поднимутся! Кто поднимется? Куда они поднимутся? Чем ты думал? Неизвестные отцы живут и здравствуют. Гвардия цела и невредима. Армия мобилизована. Война идет, и она проиграна. Но ведь театр разрушен. Излучения больше нет. А передвижные излучатели. Асуракс! Я забыл про них. Забыл! Ты забыл про передвижные излучатели. Забыл про инфляцию. Забыл про экономику. А тебе известно, что надвигается голод. Тебе известно, щенок, что начинается вторжение островной империи. На нас идет армада, недоумок. Как вы могли это допустить? Как вы могли все это? Война! Башни, огонь, танки, гай! Как вы это допустили? По законам истории! Это их мир, их история! Мы не можем ничего менять!